Я прочитала ваши биографические данные о том, что вы росли и растете в большой семье. Значит, казахский язык вам был привит с детства вашим отцом. Ваш отец являлся главным редактором газеты «Социалистов Казахстан». И вообще его, так скажем, работа начиналась именно с того, что он делал какие-то карикатурные, так скажем, да, какие-то сатиристические рассказы вообще о каких-то негативных явлениях в обществе, таких как коррупция, мещанство и так далее и тому подобное. Ну, вы в какой-то мере, наверное, так скажем, раз вы являетесь доктором политических наук, я знаю, что ваши братья, кто-то является доктором экономических наук, кто-то доктором математических наук, да, физико-математических наук. Технических, если более конкретно. Ну, хорошо. А вы, получается, вы как бы династийно продлили, да, развиваете вот этот вот именно момент в плане того, что вы занимаетесь политикой. Как вы думаете, вот то, что осталось от вашего отца, от вашего папы к вам, оно перешло в какой мере? Вот что он развивал, на что он делал акценты? И эти акценты развиваете ли вы сейчас в вашей деятельности, в вашей научной деятельности, в вашей политической деятельности? Спасибо за этот вопрос. Это очень, я бы сказал, интересный и хороший вопрос. Но я отвечу на него охотно. Почему? Потому что, во-первых, отец сам, как говорится, живя в обстановке той эпохи, это была однопартийная система. Он, видя, что все общество зависит всецело от государства, от правительства, от, как говорится, политического лидера страны, от его воли, так сказать, он нам всем старался привить независимые, как говорится, профессии, чтобы эта независимая профессия оказалась занятие естественной наукой, потому что отец, он сам был как журналист, а в той журналистике это был, так сказать, флагман вот этой КПСС, флагман вот этой вот политики партии, политики государства. Он был председателем Союза журналистов какой-то? Да, он одновременно с этим постом редактора занимал эту должность. Он фактически был представителем вот этой четвертой власти в Казахстане. Ну, главой, я бы сказал, четвертой власти в Казахстане. Вот. И когда он редактировал газеты, когда он читал, он смотрел последние новости, и он с работы постоянно приносил вот такую большую груду различных газет союзного значения. Я открывал, читал все события, и вместе с ним смотрел программу «Время», там. И вот у меня появился тогда уже интерес к политике, вот это вот. И я тоже захотел писать про политику. Вот. И я видел, как отец был вхож в политические круги, там различных, скажем, политических деятелей, начиная, скажем, от покойного Дильмухамеда Ахметовича Кунаева. Я также мечтал, чтобы я увиделся с какими-нибудь, скажем, политиками, чтобы беседуя с ними, тоже сделать какие-то выводы. И вот отец мой, значит, как говорится, вот вы отметили, что да, он действительно писал фельетоны, он писал различные сатирические рассказы, он потом написал большой роман «Алатау», это о жизни семиречья вот, до революции и после революции вплоть до 50-х годов. Вот. Наряду с этим он писал и различные исторические статьи о батырах разных писал. Потом он писал, он очень любил про историю размышлять. Вот. И вот это все, что он делал, это все как бы мне передалось. Вот это его журналистские методы, вот эти написания, например,
размышлений все это. И я с детства мечтал быть вот таким, скажем, аналитиком-международником. Вот. Но сам отец, конечно, как говорится, был немножко против этого. Он считал, что это опасная профессия. Быть, и политологом будет такая же опасная профессия, как и быть журналистом. Но, тем не менее, я выбрал этот путь, имея базовое историческое образование, тем не менее, я ушел сразу после университета, ушел в политологию, ни дня не проработав в сфере исторической науки. Вот. И сейчас и я вот был гостем вот этих медиафорумов, которые проводились в Алма-Ате. Вот, ну, так, скажем, в то время медиафорум возглавляла вот это Дарига Назарбаева. Вот. И я считаю, что это она неспроста меня приглашала, потому что я тоже, как говорится, имел, как говорится, журналистские гены. Вот. Я тоже состою в Союзе журналистов Казахстана, хотя я и не журналист по образованию, но тем не менее, как говорится, то, что унаследовал от отца, это дает о себе знать. То есть отец мне, как говорится, не завещал свои эти журналистскую собственность, но тем не менее я, как говорится, сам своей душой к этому в определенной степени потянулся. Вот. Какие основные столпы, на чем его, ну, так скажем, он же, можно сказать, он не был человеком науки, но все-таки он нес в себе какие-то основные, да, наверное, столпы, те самые, которые он говорил в вашей семье. Вы развиваете их? О чем он говорил вообще? Ну вот я прежде всего хочу отметить, что во время своей вот этой работы в социалистическом Казахстане, тогда сейчас называется Егемен Казахстан, он в одно время он возглавлял отдел по освещению науки. И здесь он общался с различными учеными, профессорами вузов, с академиками. Вот. И поэтому, общаясь с ними, он тоже вошел как бы в их колею и тоже мог с ними бесконечно говорить, спорить. И он был единственный человек, который не имел, как говорится, звания кандидата доктора наук, но тем не менее вот эти его друзья, профессора и академики считали его равным среди них. И поэтому, исходя из этого, он тоже привил нам любовь к науке. Но я так читала, что он, например, развивал вопросы языка, да? Вопросы языка. Вот, и он, я вам хочу сказать, что одним из его учителей в университете был известный великий казахский писатель Мухтар Ауэзов. От него он тоже, как говорится, многому научился. Вот. И поэтому вот эта вот его писательская деятельность тоже это было большой, я считаю, большим подвигом в его жизни. Хорошо, но вы же еще и большое отношение имеете к музыке. Ваши сестры, они являются кто-то композитором, кто-то пианистом. Значит, музыка, она всегда присутствует в вашей семье? Да, всегда. Отец тоже очень любил петь. Он хорошо играл на домбре. Вот. И сестры мои, вот старшая сестра Балнурка Трубекшева, известный композитор, она возглавляла Союз композиторов Казахстана вот последние, скажем, 10-15 лет. Сестра вторая, к сожалению, покойная, она ушла из жизни в 2007 году. Она была пианисткой, преподавателем фортепиано в консерватории. Вот. Они музыку хорошо знали, в смысле, и не только на практике, но и в теории тоже. Историю музыки, они об этом могли тоже целыми днями, часами говорить об этом. Слушая их, я тоже заинтересовался разными, скажем, композиторами, разными жанрами музыки, например.
Они часто приглашали нас, меня водили на разные концерты. И вот таким образом музыкальная культура была мне как бы привита. Отец, в свою очередь, тоже любил оперное искусство, оперный театр часто посещал, и поэтому такую любовь к театру тоже привил нам. И помимо этого еще и были казахский драмтеатр, русский драмтеатр, ТЮЗ. Вот в эти театры мы тоже ходили часто. Кроме того, вот эта моя покойная сестра Шахинур, вот она, пианистка, она очень любила художественное искусство, вот это, я имею в виду живопись художников. Она тоже приносила разные журналы, книги о художниках, их картины, и она очень картинное искусство очень любила. Я тоже рассматриваю их, и я тоже влюбился в вот это вот изобразительное искусство. И в любой момент я с большим удовольствием, скажем, хожу в музей Костеева, например. Если в какую-нибудь страну там поеду, там, туристом или в командировку, я обязательно нахожу время, чтобы в местные галереи сходить или там вот эти музеи искусств. Это, в частности, в Нью-Йорке я ходил, в Будапеште ходил, там, в Берлине ходил, вот этих вот. Поэтому, в общем, я люблю изобразительное искусство. Вы знаете, у нас наш канал посвящен Димашу Кудайбергену, его феномену. Мы все никак не можем раскрыть его феномен. Как вы считаете, Димаш Кудайберген, он феномен? Я считаю, Димаш, возвращаясь к нашему вопросу о Димаше Кудайбергене, я скажу, что да, он не только талант, он и особое место в современном искусстве Казахстана. Он уже признан во многих странах мира. Да, ему большую поддержку оказала, скажем, Китайская Народная Республика. Ему большую поддержку оказала Российская Федерация. Сейчас он выступает как бы в Америке, и тем самым он пропагандирует не только казахское искусство, он прежде всего пропагандирует существование нашего государства Казахстан. Вот это вот государство Казахстан, к сожалению, во всем мире мало кто знает. Я вот хожу, я в Америке был, в Европе был, во многих странах Азии был. К сожалению, там мало кто, когда говоришь Казахстан, они пожимают плечами, что за государство, начинают спрашивать меня. И это, к сожалению, мне становится весьма обидно за вот это незнание вот этой географии. И вот это незнание географии, вот это, я считаю, сверх невежество, сверх, я бы сказал, полуграмотность вот это вот. Считать, что раз они умеют писать и читать, значит, они уже грамотные. А вот таких глубинных знаний, скажем, которые нам давали при советской системе, у них, к сожалению, это у всех отсутствует. Дело в том, что сейчас много информации в YouTube и очень много каналов пророссийских о Димаше. У нас сложилось так, что единственный канал о Димаше, казахстанский канал, это наш, где мы говорим открыто, честно, мы говорим о Димаше, как оно есть. И вот что интересно, я вам хочу сказать, что о Димаше представление складывается разное. Вот мы пробуем наш канал, как бывшие казахстанцы, я себя считаю таковой, но я казашка по национальности, я раскрываю Димаша именно с точки зрения казахского народа, то есть меня. Конечно, всех тех нюансов, которые я знаю, не знают российские каналы. Поэтому я со своей точки зрения вот объясняю, кто такой Димаш, раскрывая все его характеристики, различные характеристики на своем канале. И сегодня вот именно встреча с вами состоялась. Почему? Потому что мне хотелось, чтобы именно ученый объяснил вот ряд фактов, которые произошли в последнее время в жизни Димаша. Но вы знаете, я хочу сказать, что сейчас в последнее время большой интерес, огромный интерес со стороны американских фанатов к Димашу возникает. Но возникает еще не с той точки зрения, что кто такой Димаш как певец, а кто такой Димаш как личность. Что за страна такая Казахстан? Вот у меня такой вопрос к вам. Люди считают, что Актюбинск
это какая-то сверхземля, на которой рождаются вот такие вот сверхталантливые люди, как Димаш. Сами вы являетесь, вы где, в какой части Казахстана вы рождены? Я в Алматы рожден. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот Казахстан, казахская степь, она обладает какими-то определенными качествами, да? Почему вот казахи, они вот такие, как Димаш? Сейчас вот такая тенденция пошла. Вдруг вот очень много талантливых людей из Казахстана. Иманбек, Димаш и другие талантливые люди. В связи с чем? Ну, я вот прежде всего начну ответ с того, ответ с того, что вот, завершая как бы свой ответ на на предыдущий вопрос, я хочу сказать, что Димаш, хоть и в малом масштабе, но справляется со своей задачей, как говорится, прославить Казахстан, наш казахский, прежде всего, народ. Вот. И теперь вот вы отметили, почему у нас так много талантов. Я считаю, что это генофонд нашего народа, который идет веками. Если обратимся в историю, то у нас этих акынов, этих кюйше было очень много в нашей казахской степи. Это буквально каждый второй казах умел петь, умел играть на домбре. Это уже я уже не говорю о том, что каждый казах был трудолюбив, умел, как говорится, пасти скот. Я уже не говорю об этом. И вот то, что нам европоцентристская вот эта наука вышла, что кочевники народ отсталый, это как раз таки вот это вот само кочевое вот это хозяйство и порождает множество таких талантов. Вот, например, возьмите, например, скажем, семью какого-нибудь бедуина или бербера, который живет, скажем, в Аравийской пустыне, и оторвите его от его, как говорится, кочевого образа жизни, дайте ему образование, так он в этих делах он превзойдет любого, скажем, европейца. Тот же, скажем, бедуин или бербер-алжирец поедет во Францию, он любого француза превзойдет и в знаниях, и во всем. Поэтому я считаю, что номадический образ жизни это как раз имеет такую изюминку рождать таланты. И в том числе вот в нашей казахской степи. И вот то, что вы в начале вопроса сказали вот, о Актубе. Вот здесь я хочу отметить, хочу отметить то, что вся наша казахская земля – это Жер-Юг, центр земли, о чем говорил Асан Кайгул, земля обетованная. Он обошел все страны вокруг нашей казахской степи и пришел к выводу, что нет лучше земли, чем наша казахская степь. И поэтому душа казаха так же широка, как наша вот эта необъятная степь. И здесь присутствует в большей части добродушность народа, гостеприимность народа и доброжелательность. Но в то же время, конечно, мы имеем, как говорится, как говорится, терпение, любому терпению бывает, как говорится, предел, поэтому не надо, как говорится, людям злоупотреблять вот это нашим гостеприимством и добротой. Вот это я, как говорится, хотел бы сказать.